Белому дому по Кутузовскому и Калининскому проспектам стягиваются танки. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР принимает на себя ответственность за судьбу Родины. Давайте будем держаться твердо. Не пройдет реакция. Реакция не пройдет. В августе после путча мы разговаривали с Борисом Николаевичем о том, что можно и нужно делать. И он четко сказал, что трудностей много, но самое главное, это нам надо разобраться, как быть с экономикой. По экономике. Конечно, сейчас положение очень тяжелое, но мне кажется, что сейчас психологически народ очень сильно настроен на то, чтобы делать. До путча это была тяжелая ситуация, а после путча это была катастрофическая ситуация. Если говорить просто, там было две большие задачи. Одна такая масштабная, серьезная, стратегическая, долгосрочная – построить рыночную экономику в России. Мы прекрасно понимали, что для этого нужно делать, но также прекрасно понимали, что это не на месяц, и не на год, и не на два. А другая задача – пережить зиму. В магазинах было все меньше и меньше товаров, больше количество товаров распространялось через талоны. Было понятно, что осенний урожай 91 года, не очень богатый, но каким бы он ни был, он должен в города попасть. Он просто должен попасть в города. Это зерно должно попасть на, соответственно, хлебозавод, иначе просто народ окажется без хлеба. Я помню эти драки, когда вывозили вот эти клетки с капустой в нашем универсаме. И как публика набрасывалась на эту клетку. Как какая-то женщина присаживалась на курточке, потому что дрались сверху, а она снизу пыталась там достать себе качан. Понимаете? Я помню эти бесконечные полки, забитые только 3-литровыми банками с березовым соком. Все, больше ничего не было. Понимаете? То есть страна была на грани голода. Огромные очереди за хлебом были сегодня утром в Москве. А в Ереване произошел даже хлебный бунт. Жители захватили хлебозавод и унесли со складов часть хлеба, затоптав большую его часть ногами. Вчера я получил письмо от Попова, мэра Москвы. Да и информация, которая к нам идет, мы видим, что Москва в тяжелом положении, что касается продовольствия, просто в критическом состоянии. Я работаю в Ленгорсполкоме года полтора. Я прекрасно помню, как на каждом нашем оперативном совещании у председателя горосполкома выступал мой коллега, зампред по продовольствию, и сообщал: в городе мясо осталось на 12 суток, в городе хлеба осталось на 10 суток, на подходе корабль такой-то, который подойдет через 8 суток, как мы проживем это время. И так же было в других городах. Когда я стал уже губернатором, я не спал вообще практически. Я был диспетчером. Сюда отправить там машину с молоком, сюда с мясом, сюда хлеб, вот мука. Первое мое совещание было о состоянии дел там с запасами зерна. Зерна было на 2 дня. Надо было, так сказать, как бы совершать вторую революцию. То есть от социализма к капитализму. Но аналогов нет. Никто не переходил от социализма к капитализму. Как это все сделать? У нас все было завязано на, так сказать, знаменитые социалистические принципы. Общенародная собственность, колхозное сельское хозяйство, монополия торговли. Как это все перевести в новые, так сказать, как бы в новую систему? Представим себе ситуацию. Бешеной инфляции, рост цен гигантский. Централизованное хозяйство парализовано полностью. Полный паралич. И денег нет, потому что валютные ресурсы почти на нуле, золотые запасы почти на нуле. Вот как здесь быть?
Авторитет президента России и его команды высок. Таковы результаты последних опросов общественного мнения. Людей привлекают динамизм, энергия, настойчивость в движении к поставленным целям. Решительность российского руководства сегодня необходима стране более чем когда-либо. Но сейчас, на пороге исторических реформ, нужны и четкость, согласованность действий всех уровней государственного управления. Интрига заключалась в том, что Борис Николаевич искал человека, который мог бы взять на себя экономическую реформу, засучив рукава. Но абсолютное большинство уклонились. Все прекрасно понимали, что это самоубийство становиться сегодня руководителем правительства, когда все надо начинать с нуля. Приватизацию, рыночную экономику, перевод сельского хозяйства на рыночные рельсы, финансы, нефть, торговля, монополии. То есть сумасшедший дом. Кто на это согласится? Егор Гайдар в то время был молодым и таким подающим очень большие надежды экономистом, но в то же время человеком, которого страна, конечно же, по-настоящему не знала. Тогда ему было 35-34, что по советским понятиям было совершенно невозможно. Академики советские – это там 60, 65, 70. Значит, тут просто какой-то мальчишка. Ну, вы знаете, ведь Верховный Совет СССР, Верховный Совет Российской Федерации, туда входило очень много талантливых людей. И ученые, и писатели, философы, талантливые инженеры, военные. В общем, это было, вы знаете, всплеск такой политической активности, когда на поверхность стали выходить вот очень много талантливых, способных людей. И вдруг вместо того, чтобы выбрать способных, известных в стране людей, вдруг Ельцин предлагает нам назначить какого-то Гайдара, племянника, внука какого-то известного, ну, когда-то известного писателя, ничем не блиставшего. Он был журналистом в партийной газете «Правда», потом в журнале «Коммунист». Те, кто читал, знают его статейки. Так, и плюс еще каких-то младших научных сотрудников, в общем, совершенно серых людей, откровенно скажу, без всякого субъективизма. Но все они просто ахнули, все были шокированы, парламентарии. Ну что, Гайдар, вы увидели? Ну, он под мышкой носил тетрадку, которую писал в Гарварде. И все, он вообще ничего не понимал. Егор Тимурович Гайдар, сын известного писателя и внук известного деда. Человек, который, в общем, главной задачей своей жизни считал вот сделать так, чтобы в народе было все в порядке. И это для него были не красивые слова, это для него была реальная жизнь и реальная забота. Для него все остальные вопросы были на втором плане, хотя он был, в общем, очень сильным ученым и, на мой взгляд, мог бы сделать блестящую карьеру как ученый, но он все силы отдавал тому, чтобы вот разрабатывать еще в советское время программу перехода советской экономики на рыночные рельсы. Причем, в отличие от всех других программ, его предложения были очень конкретными, встроенные в реальные жизненные ситуации, учитывающие реальные соотношения сил и политических, и административных в экономике. И это его существенно отличало от многих других ученых, которые тогда занимались вот экономическим программированием. Егор Гайдар, вне всякого сомнения, был конструктивистом. В том смысле, что большинство людей задумываются о том, почему так произошло, а нельзя ли это было когда-то где-то иначе. А у Гайдара вопрос стоит по-другому. Что делать? Как избежать катастрофы? Как пройти между Сциллой и Харибдой? И Егор был, в общем, таким очень ответственным человеком, понимая, что все, что он предлагает, если это будет реализовываться, то принесет, в общем, не только положительные результаты, но и принесет массу проблем и для руководителей, да, и, главное, для граждан страны. В общем, шел на это вполне осознанно, понимая, что другого пути перехода от советской экономики к современной рыночной экономике просто не существует. Между Борисом Николаевичем и Егором Тимуровичем состоялась серия бесед, в ходе которых
Гайдар убедил Бориса Николаевича, и тот понял, что он должен пойти на подвиг. Нужно действительно предпринять какие-то шаги, которые сначала не принесут успеха и будут вызывать какие-то неприятности, полный список которых мы заранее сказать не можем. Потому что вы открываете некие узлы свободы, и начинается переформирование всей системы государственного управления. Борис Николаевич был масштабный и талантливый человек. И он очень многое, что он, может быть, не сразу сознавал, он очень многое чувствовал. Я думаю, что Ельцин просто поверил Гайдару. Он поверил, что этот молодой парнишка, такой высоколобый, которого к нему привели, это тот парень, который может вытащить страну. Он в это поверил. И он в него вложился. И вот на этом уже историческом решении Бориса Николаевича строилась вся дальнейшая тактика и стратегия наша. В конце октября 1991 года Борис Ельцин получил от съезда народных депутатов 5-го съезда мандат на проведение экономической политики, и под это было и сформировано новое правительство, которое должно было реализовать вот этот потенциал, который появился у президента Ельцина по проведению курса радикальных реформ. Да какие реформы? Это не Гайдара. Их готовили заранее, сидели они, Чубайс и Гайдары. Там целая команда. Одних учили его в Австрии, вторые ездили в Америке. Поэтому реформ никаких не было. Задача была убрать конкурента. Для этого надо было парализовать производство. Чтобы парализовать, надо было объявить свободу цен и торговли. Чтобы убрать нормальное управление, надо было убрать госплан и принципы. Чтобы ликвидировать политическое управление, надо было срезать КПСС. И они там говорили какие-то реформы. Это не реформы, это разбой сущий и так далее. Это был своего рода, вы знаете, вот как бы сказать, Рубикон. Когда парламентарии поняли, что с этим президентом, в общем-то, особенно мы кашу не сварим. Все говорят, ах, вот такие-сякие. Эти реформы, их не приняли, они были хорошие. Дело в том, что это правительство было такое, что оно не знало ни капиталистическую экономику, ни социалистическую экономику. Мы вообще не склонны к капризам. Мы готовы работать и пришли для того, чтобы работать. Нам нужно для работы немногое. Развязать руки, дать возможность проводить честную экономическую политику, дать возможность не врать вам, выполняя ваши же решения или дезинформируя их о том, что они выполнимы, когда они таковыми не являются. Реально такое ядро команды, это было 5 человек. Собственно, Гайдар, Чубайс, Авен, Шохин и я. Когда мы пришли в правительство, мы, честно говоря, вообще рассчитывали, что мы проводим там 2-3 месяца, сделаем самую тяжелую работу, примем наиболее непопулярные меры, и нас просто потом выгонят. Когда они пришли к правительству, они достаточно хорошо понимали не только, что надо делать, но главное, в отличие от многих других, понимали, как делать. Для всех было понятно, что если реформы не делать, то мы приближаемся просто к катастрофе. Все было уже на грани голода, и все было на грани просто выживания страны. Какой голод? Он возник действительно, угроза голода. Почему? Да потому что это правительство не сумело обеспечить мясом и хлебом население. Если я глава правительства, а у меня по всей стране огромные стада овец, коз, баранов, свиней, крупного рогатого скота, какой голод так? Что надо делать? Обеспечить продовольствие. Если у меня в закромах там вот это ломится все амбары, некуда девать это зерно, эту пшеницу, так сказать. А в столицах, в крупных городах, там в Петербурге, в Москве, нехватка продовольствия. Так это же проблема управления. Понимаете, когда у вас резервы 30 миллионов долларов, еще миллионов и не миллиардов, и никто не дает вам больше кредитов,
в этой ситуации уже там просто дальше делать совершенно нечего. Там вы не контролируете ситуацию, вы просто не контролируете ситуацию. И действительно, первое совещание, в котором я был в правительстве, где-то в конце ноября 1991 года, выступает вице-губернатор, вице-мэр тогда назывался, Петербурга, и говорит: Егор Тимурович, я вас умоляю, идет корабль из гуманитарной помощи из Германии, с гуманитарной помощью в Петербург. У нас продовольствие осталось на 5 дней, для нас это очень важно, но задача, чтобы он не остановился в Калининграде, потому что в Калининграде тоже продовольствие на 4-5 дней. Если он остановится в Калининграде, то он не дойдет до Петербурга. Но вот это реально, это не юмор, это совещание у вице-премьера по экономике в конце ноября 1991 года. Это очень серьезно. Задача дать возможность вот этим вот товарам, этим элементарным продуктам экономики попасть к тем людям, которые в них нуждаются, она была самой главной, самой острой. Для этого человечество не придумало ничего более эффективного, чем свободная цена. Ты либо покупаешь у крестьянина за цену, которая его устраивает, либо, тогда вводи продотряд с пулеметами «Максим» и готовься к гражданской войне. Выбирай, что тебе больше нравится. Ровно в этом выборе страна и находилась. Тотальный переход от абсолютно огосударствленной собственности к рыночной, к частной, такого не было никогда в человеческой истории. Вообще, очень редко что-то происходит, чего не было никогда в человеческой истории. Вот переход от административно управляемой экономикой с абсолютным доминированием государственных цен, с государственной собственностью, без свободного рынка, без частной собственности, к рыночной экономике, основанной на частной собственности. Это была абсолютно беспрецедентная ситуация, повторяю, которая никогда не была в человеческой истории. И как кто-то тогда, в начале 90-х, привел такое сравнение, что сделать из рыночной экономики коммунистическую, административную, это все равно, что сварить суп из аквариума. А перейти от административной экономики к рыночной – это гораздо более сложная задача, как рыбный суп превратить в аквариум живыми рыбками. Здравствуйте. Мы давно и не без успеха занимаемся переоценкой ценностей. В начале века переоценка была самая существенная, в последнее время мы расхлебываем ее результаты. Переоценивались ценности моральные, политические, исторические. Сегодня произошла самая крупная за многие годы переоценка материальных ценностей. Либерализация цен, о необходимости которой так долго говорили демократы, свершилась. 2 января 1992 года реальность изменилась. Причем тотально, одномоментно и зримо для всех. Это числа написаны на ценниках. Есть такое определение, оно вошло уже и в публицистический оборот, и в научный. Шоковая терапия. Шок – это внезапное потрясение, которое человек или группа лиц испытывает с утратой естественных навыков жизнедеятельности. Принимая эту концепцию, Ельцин брал на себя лично всю ответственность за будущее России. В течение 4 лет я возмущался, почему мы не переходим к реформе в экономике. А потому был самым сторонником, решительным, чтобы на 2 января начинать нашу экономическую реформу. Понимая, это не популярная мера. Это не принесет мне рейтингов дополнительных. Но не за этим надо было гнаться, надо было думать о России и россиянах. Борис Николаевич здравым смыслом, если хотите, чутьем понимал, что у тяжелейшей проблемы может быть только очень тяжелое решение. И готов был за это тяжелейшее решение взять на себя ответственность. Он сыграл огромную роль, прикрыв все эти шаги своим авторитетом. А его авторитет в это время в стране, я бы сказал так, 99. Это после победы над Путчем это было совершенно очевидно. То, что Борис Николаевич Ельцин конвертировал свою популярность
в непопулярные реформы, это, собственно, слова, принадлежащие Егору Гайдару. И это было одним из самых удивительных в политической биографии Бориса Николаевича. Это как раз тоже есть то самое мужество и способность принимать решения. Не спрашивая Верховный Совет, Ельцин издает указ о том, чтобы перестать регулировать цены. Ну как можно это делать? Ведь никакой рыночной экономики нет, потому что вся 100% собственности государственная. И бабах убирают контроль над этими ценами. На хлеб, на масло, на все что угодно, они 100 раз, 1000 раз возросли цены. Галопирующая инфляция. Люди уже черт знает во что превратились. Вот что вот это было. Вот они фактически обрушили всю неустойчивую кризисную экономику, они ее обрушили вообще полностью, так сказать, вот в пропасть свалили. Было выпущено 2 указа Ельциным о либерализации цен, о свободе торговли. Потому что в советское время любая торговля с рук – это чуть не преступление, спекуляция и так далее, за что сажали. Вот как только эти решения были приняты, полки магазинов стали наполняться, на улицах масса народа торговала. Вот о свободе торговли указ разрешал всем торговать, кто хочет. Предприятия, организации, физические лица, кто хотел, кто имел ресурс, тот мог торговать. Выросли бесконечные ряды старушек, каких-то бомжей, которые один продает бутылку пива, там, скажем, на Лубянской площади, рядом с ним стоит старушка, которая вязаную шапочку продает и так далее. Кто лук продавал, кто картошку, кто спички, кто еще что-то такое. То есть люди, все, что у них было, выносили на рынок. И вот это позволило как-то очень быстро, худо-бедно наполнить минимально необходимым набором товаров продовольственный рынок. Вы знаете, у нас очень хорошая чухломская колбаса. Прекрасная. Приезжайте. 10-30, да, по-моему, она стоит? 10-50. Отлично колбаса. У людей-то ведь хлеба даже нет в городах-то, да? Ну, хлеб-то вообще-то есть. Ну, много он там нету во всех, как послушаешь. А у нас все есть, все. Нижний Новгород, пожалуй, был первым городом, где Ельцин вдруг увидел взрывный рост цен, когда там цены выросли в 50 раз, 60 раз и так далее. Утром 10-го в магазинах Нижнего также было что посмотреть. Особенно здесь. Ельцин тогда был в шоке. Мы зашли в гастроном, как сейчас помню, масло было вологодское, оно стоило в магазине 9 января где-то 380 рублей. А до этого по талонам, его не было, естественно, но формальная цена была там масло 4 рубля. Или, там. И Ельцин не мог никак понять, что как так могли цены вырасти. Мы подошли к прилавку, бабушки злые, там, пенсионеры все злые, продавцы вообще в шоке от того, что происходит. Ну, растерзайте меня на кусочки, режьте и вот Ельцин меня спрашивает, а кто такие цены установил? Вот, ну, поскольку я человек был молодой и достаточно прямой, я ему говорю, Борис Николаевич, вы, это вы сделали. Он говорит, я? 380 рублей за килограмм масла? Вы что, с ума сошли? Вы же против президента? Я говорю, Борис Николаевич, вы подписали указ об свободном ценообразовании, если вы помните, конечно, об этом. Свободное ценообразование привело к таким ценам. Он говорит, нет, я категорически против, цены надо снизить. Горьковский автомобильный завод. В 10 утра Ельцин остановился здесь, за проходной завода. Первая встреча с людьми и те же вопросы. Цены, отсутствие денег у людей. Потом с ним поехали на Горьковский автозавод. И, естественно, рабочие там на конвейере ему говорили, а сколько терпеть-то это безобразие можно? И когда это все закончится и так далее. Работать тяжело, работать трудно. Да еще сейчас такая лихая година. Именно этот год, когда на вас творились свободные цены. Но вы избирали меня как президента. Вы проголосовали 85%. Я за это вам благодарен. И поймите, мне, может быть, тяжелее, чем кому-либо, было решиться на этот шаг, который прямо бьет по карману человека, по его условиям жизни, по его, так сказать, принципе существования. Показуха. Самая натуральная показуха. До перестройки, после. Чаще бы президент приезжал, чище полы были. А что, вас почистили здесь? Ой, знаете, как чистили? Ты думаешь, что народ сколько пособирали? С метлами и вилами.
что в автозаводской столовой, где должен был обедать Ельцин, произошел инцидент. К нему подошли и сказали, что такого здесь не бывает никогда. Он встал и ушел. Визит на автозавод стал короче, чем предполагалось. Подошли и сказали, нет, столовой сегодня показуха лучше, чем обычно. Ну и так, тогда все. Спасибо, до свидания. Борис Николаевич, о чем спрашивают нижегородцы? Ну, первое – это цены. Ну, второй вопрос – это низкое все-таки, соответственно, значит, с ценами заработная плата. Вот я сказал, что тут, конечно, есть перекос. Ну и, конечно, это тяжело пережить, потому что это не популярная мера. Ну, без этого ни одна страна в мире не проходила. Ельцин, абсолютно будучи уверенным, что он прав, говорил: так, дорогие друзья, потерпите, через 6 месяцев жизнь наладится. Надо потерпеть, 6 месяцев, может быть, 8 предельно. Но все равно в этом году наступит какая-то стабилизация экономики, а дальше улучшение жизни людей. Борис Николаевич далеко не всегда понимал суть экономических преобразований. Даже бывали ситуации, когда он явно видно было, что он хочет понять, и как-то не до конца, что называется, врубается. Нет, наверное, в апреле уже 92-го года я зашел к Гайдару, смотрю, улыбается. Что в то время было очень странно, потому что нас вот-вот должны были выгнать из правительства. Я просто: Егор, ты чего улыбаешься-то? Он говорит: знаешь, травка появилась. Травка появилась, значит, зиму страна прожила. Чего-нибудь хотя бы на огородах вырастет. С голоду страна не помрет. Президент страны подписал сегодня указ об утверждении программы приватизации на 92-й год. Нам предстоит начать одно из самых серьезных мероприятий реформы. Это распределение среди россиян именных приватизационных чеков или чеков на собственность. Борис Николаевич, он последовательно, подчеркиваю, последовательно проводил рыночные реформы еще до гайдаровского правительства. Я напомню, что закон о приватизации был принят 6 июля 1991 года. Этот подход, который позволял через механизм народного капитализма перейти к частной собственности, это выбрал Ельцин. Ваучер – это способ приватизации государственного имущества. Предполагалось, что человек за ваучеры купит долю в каком-то предприятии и, в общем, так сказать, станет сособственником. Когда бумажный ваучер появился, продать его можно было свободно. Это была первая ценная бумага, которая ходила на российском рынке. Но срок действия ваучера был ограничен. В течение 1,5 лет ты должен был решиться. Либо ты что-то покупаешь, либо ты потеряешь его. Он останется тебе на память твоим потомкам. Президент действительно сегодня утвердил ключевой документ, который, по сути дела, означает начало широкомасштабной приватизации в нашей стране. И самый главный вопрос, на который он отвечает, это вопрос о том, что получит от приватизации труженик, что получит от приватизации коллектив. В соответствии с указом президента, когда государственное предприятие преобразуется в акционерное общество, 25%, то есть 4-я часть стоимости этого предприятия на безвозмездной основе передается работающим на этом предприятии. В чем суть ваучерной приватизации? Распределить бесплатно собственность среди народа, чтобы у народа было, так сказать, понимание того, что, в общем-то, приватизация – вещь справедливая. На предприятии работает свыше 600 человек, 2/3 из которых акционеры. Зарплата, да, конечно, выросла, но инфляция почти все съедает. Иного пути развития, честно говоря, мы не видим. Мы освоили продукции, которые позволят получить дополнительные средства. Да, трудно, но для себя работаем. Правда, не очень задумывались о том, как бабушка из деревни Пузикова разберется, какую акцию покупать, а какую нет. Но, тем не менее, у бабушки появилась такая возможность. Вы могли бы сказать, как вы распорядились своим приватизационным чеком? Пока никак. Пока у меня лежит.
У меня лежит дома. Лежит дома. А вы? Тоже дома. Тоже. Ясно. Я его продал. Народный капитализм из этого все равно не получился. И он не получился по одной простой причине. Потому что если у вас денег не так много, то семейные траты, жене нужна шуба, самому хочется машину купить. Они важнее, чем акции. Акции – это черт его знает. Это когда-то какие-то будут дивиденды, а может, никогда не будет. Поэтому брали и продавали эти акции. Минусы ваучерной приватизации очевидны. Это отсутствие поступления в бюджет, поскольку собственность раздается даром. Вот. Ну, так сказать, вот минусы мы получили, а плюсов никаких, потому что у народа создалось ощущение, что это какая-то афера, что неправда, и что его водят за нос, что его обманули, что все это, так сказать, сделано в интересах каких-то толстосумов и так далее, и так далее. Я думаю, что приватизацию можно было провести по-другому. В первую очередь уйти от спекуляции ваучерами, от складывания состояний на обмане людей, которые впервые видели вот эту бумагу и вообще совершенно не представляли, что с ней делать. Если говорить о том, что так, что не так, то, во-первых, за первые годы реализации реформ в России, 92-93, созданы основы рыночной экономики, основы демократии, таким образом, что мы уже 25 лет, в том числе демонтируя какие-то элементы этой конструкции, до конца демонтировать их не можем. Я считаю, что в эти первые годы правления Бориса Николаевича Россия пережила самые важные свои события конца советского периода. Ну, собственно, мы на нем покончили с советским периодом и начали другую программу. Начали программу формирования рыночной экономики, которой в советское время не было. А теперь у нас рыночная экономика есть. Те люди, которые жили раньше при советской власти, они знают, как выглядели магазины и что там можно было купить и так далее. А сейчас они заходят, они даже не обращают внимания, а что там продается. То есть конструкция достаточно устойчивая, и фундамент, и основные элементы конструкции, на мой взгляд, были построены тогда. Это главное достижение и в политической, и в экономической, и в социальной области. В соответствии с планом, в середине 1994 года кончилась приватизация, первая волна, массовая приватизация. И все вокруг шумели, что это все беда, мы думали, что мы обогатимся, а мы ничего не обогатились. Ну, большинство не могло на этом обогатиться, какая небогатая была страна. При том, что все стратегические предприятия в главных отраслях, они не проходили приватизацию и оставались в руках государства. Естественно, механизм его дальнейшей реализации этого проекта изобиловал разного рода спекуляциями, перепродажами, обогащениями и прочее, прочее, прочее. Дело в том, что директора многих государственных предприятий это были красные директора, члены ЦК КПРФ. Заводы и фабрики в большинстве своем достались директорам. Они выкупили у рабочих те акции, которые рабочие купили на ваучеры. А кто такие красные директора? Это вчерашние инструктора райкома партии. У них предпринимательского, вот этого изобретательского начала не было совсем. Падало производство. Красные директора в большинстве своем были начальниками цехов, а не руководителями фирм. Они валили ответственность за падение производства на федеральное правительство. И было понятно, что страна на грани большой забастовки, а здесь как раз выборы на носу. И тогда государство пошло на так называемые залоговые аукционы. Залоговые аукционы, многократно раскритикованные, обруганные, это 95-й год. Хотя формально приватизация завершилась, по крупным предприятиям, по той части, которая была вовлечена в приватизацию, но в действительности власть
если уж так совсем коротко оставалось, как правило, у директоров, а не у акционеров. Подавляющее большинство старого стиля руководителей и подавляющее количество красных директоров просто хотели оставаться хозяевами на своих предприятиях. То, что предприятия эти принадлежали на тот момент государству, это было очень условно. Трудно даже представить, насколько эти предприятия принадлежали не государству, а вот тем директорам, которые ими командовали. Они там реально творили все, чего хотели. Это реальный центр власти, у которого в руках были на каждом предприятии десятки тысяч работающих, сотни миллионов долларов реальных активов под управлением, финансовые потоки, взаимодействие с бюджетом. Но многие предприятия просто контролировали территорию. Понятно, что такое Норильский никель и Норильск. Да, Норильск как город – это подразделение завода, а не наоборот. Значительная часть предприятий все равно осталась государственной. А государство в то время обладало очень плохими финансовыми показателями. В казне денег не было. Было нечем платить бюджетникам зарплату и было нечем платить пенсии. Потанин предложил правительству идею с залоговыми аукционами. То есть, что бизнес дает правительству кредит, а правительство в залог этого кредита отдает акции предприятий, где вот эти вот красные директора по тем или иным причинам не справляются с производственным процессом. Дальше объявлялся срок, который заканчивался уже к концу 1996 года. К этому сроку государство должно было либо возвратить деньги, либо вернуть собственность. При этом мудрые люди из администрации президента, они сказали: мы понимаем, что много денег не будет от вас, поэтому вы просто отдаете все деньги, которые у вас есть. Это не было сказано напрямую, но это стало ясно, что вот мы должны отдать все. То есть таким образом заложиться на 100%, что если власть в процессе выборов поменяется, то, так сказать, все будет плохо. Залоговые аукционы решали задачу политической стабилизации, а вовсе не справедливое перераспределение собственности, которое, в принципе, не бывает. То есть государство, не прибегая к помощи печатного станка, заимствуют деньги, которые расходуют на решение своих текущих задач, а бизнес в определенной форме получает эту собственность как приватизированная. Конечно же, в этой конструкции был совершенно ясный политический смысл, очень простой. Было очевидно, что если бизнес пойдет в эту историю, он в нее поверит и заплатит серьезные финансовые ресурсы, то дальше у него возникает простая политическая развилка. Финансовых возможностей у государства, независимо от того, кто победит на выборах 1996 года, чтобы вернуть колоссальные полученные средства благодаря залоговым аукционам, не было. Это было нереально. В этом смысле было ясно, что если через год побеждает Ельцин, то эти активы окажутся в собственности у тех, кто отдал кредиты государству. А если побеждает Зюганов, то, скорее всего, он будет их стараться национализировать и не вернуть. Конечно же, этот политический аспект был для меня не менее важен, для нашей команды, для всей. Вот, собственно, расклад. Вообще, ну, Чубайс, конечно, незаменим. Он был безграмотный. Это был вообще, ну, такой демагог вот, революционный. Он очень напоминал, вот знаете, времен вот, гражданской войны, комиссаров. Это был комиссар, не какой-то не рыночник. Так. Причем очень властный, амбициозный, с диктаторским характером. Он вел постоянно интриги. Я его всегда называл мошенником и мерзавцем. Чубайс – стопроцентный предатель, стопроцентный жулик. То есть это была, конечно, самая неподходящая фигура в правительстве. Самая. Она сыграла, я думаю, более зловещую роль, чем Гайдар. Гайдар все-таки был человек более добродушный. И он, между прочим, хотел сотрудничать с нами. Но ему уже не дали ему сотрудничать так вот. Не хотели, чтобы он сотрудничал с парламентом. А это был такой злобный, вот такой вот какой-то... Ну, так,
В общем, не очень добрый человек, так скажем, мягко так сказать. Ну, а с точки зрения квалификации говорить нечего. Там вообще ничего не было. Ты, занимаясь имуществом, открываешь все книги и говоришь: ставьте, ребята, цену, и мне надо это сбыть, продать за даром, как угодно. И это официально признает потом не раз. Для меня это за гранью понимать. Вы знаете, тут картина такая. Реальная история, реальная политика – это вам не автострада. Здесь всегда, как правило, находишься в узком коридоре, иногда в совсем узком, выбирая не хорошее вместо плохого, а выбирая наименее плохое из разных плохих. В этой ситуации, собственно, вот вопрос так стоял ребром. Удастся все-таки сделать в России проект, который называется «Создание частной собственности», или это лозунги без содержания? Тебя посадили в это кресло. Ты должен понимать, что это не твоя собственность. За этой собственностью стоит пот, труд, кровь тысяч людей, миллионов поколений. Ты решил уничтожить, отдавал кому? Которые никогда ничего не делали. Я этого не понимаю абсолютно. Было это ли справедливо? Нет, однозначно нет. Я тогда так считал и сейчас так считаю. Но опять же, вот с высоты прожитого времени люди, кто этим занимался, они имели дело с совершенно конкретной проблемой. Вот эта вот вся собственность, она лежит практически в развалинах и не работает. А отдавая это людям, которые это готовы были поднять, которые готовы были за это там, хоть сколько-то, хоть 3 копейки заплатить, решалась не задача справедливости, решалась задача эффективности. Поэтому, конечно же, эта собственность в значительной степени сконцентрировалась у тех, кто был в этот момент более активен, смел, готов и так далее. Как это в русской поговорке: кто смел, тот и съел. Нет современной экономики без эффективного собственника. Эффективный собственник – это тот, кто реально этой собственностью владеет, который за это заплатил своим трудом, своими деньгами и так далее, и так далее. Поэтому главная задача, которая решалась, это создать эффективного собственника. Как его создать? Или разрешить покупать за накопленные деньги, или придумать такие схемы, которые бы компенсировали недостаток денег, то есть цена всего российского имущества и цена денег, которые было у потенциальных покупателей, отличалась в разы. Отсюда залоговые акционы. Я что-то даю в залог, накапливаю деньги, а потом этими деньгами выкупаю то, что, в общем, можно было выкупить сразу, если бы деньги у меня живые были бы на момент, когда эту собственность надо распределять. И вот этот вот процесс начался. Мы пришли к руководству ЮКСа, предложили им такую сделку. Окей. Договорились. Дальше мы попытались привлечь иностранцев. Хотя это, в принципе, не поощрялось, но правительство намекнуло, что ему безразлично, только чтобы типа незаметно было. Никого не удалось убедить. Вот просто никого. Я сам ездил, разговаривал. Никого не удалось убедить. Потому что люди сказали: слышь, ты к нам в середине 96-го приди, вот вы выборы пройдете, а потом заходи, поговорим. Ребята, к середине 96-го я либо выиграл, либо я уже в могиле. Многие критики того времени говорят, что вот пришла легкая нажива к бизнесмену. Вы знаете, признав с самого начала, что и приватизация, и все рыночное развитие 90-х годов было несправедливо, я, сказавши это, должен сказать, что легких денег там тоже особо не было. За ними стояли огромные риски. Многие, кто поднял с самого начала легкие деньги, разорился или вообще плохо кончил. То есть большие деньги, которые действительно быстро были заработаны, но быстро не значит легко. Многие из наших не рискнули, но зато рискнули нам помочь. Тульский завод был. Там был еще один завод, к которому вот я обратился к директору, говорю: помоги. Мне говорят: понимаешь, что если ты деньги не вернешь, нас расстреляют. Я говорю: не переживай, меня тоже расстреляют. Так что мы на одной стороне.
Люди сейчас очень трудно понимают, ставка была не деньги, ставка была жизнь. Мы эту ставку сделали. Я, как говорится, не жалуюсь, мы понимали, на что мы шли, но иногда бывает немного обидно, что у людей представление о том, что мы пришли в этакое Эльдорадо и лопатой стали черпать золото. Это было не так. Для того, чтобы начать на предприятии хоть что-то зарабатывать, нужно было провести его через очень долгий и мучительный процесс выхода из той ситуации, в которой она оказалась. Я приезжаю в Нефтеюганск, собирается огромная толпа. Когда будешь платить зарплату, у них задолженность по зарплате к тому времени была полгода или год уже. Какие-то деньги бросали, но, так сказать, задолженность уже вот накопилась совершенно безумная. Я говорю, вы что думаете, я вам пришел зарплату платить? Я пришел, чтобы вы восстановили поступление валюты в страну. Вот этим мы с вами сейчас и будем заниматься. Дальше у публики была возможность либо меня вот здесь на месте кончить, ну, потому что понятно, что, слушайте, тайга, медведь хозяин. Ну, либо сделать на меня ставку. И вот эта вот огромная толпа, которая тогда собиралась, она решила сделать на меня ставку из понятных соображений. Сволочь, но... Я сволочь, конечно. Но при этом человек, про которого они в газетах читали, как-то в этом бизнесе разбирается. Что-то он умудрился сделать. Может, и нас вытащит. Когда никель оказался у нас в руках, мы зашли и проанализировали ситуацию. Она оказалась, конечно же, намного драматичнее, чем то, что нам представлялось как сторонним наблюдателям. Вот если бы не рассказывать историю про то, что это норильский никель, про то, что это 90-е годы, а просто рассказать какому-то специалисту современному и спросить его, сколько стоит предприятие, у которого несколько миллиардов долгов перед бюджетом, несколько месяцев задолженность по заработной плате и плановая убыточность, измеряемая сотнями миллионов долларов в год. Ну, наверное, с высокой долей вероятности такой специалист сказал бы, что стоимость такого предприятия отрицательна. Если говорить о критике тогдашнего правительства и курса реформ, то основной упрек в том, что приватизация была несправедливой, что государственные активы, народное достояние было за копейки распродано и так далее. Ну, на самом деле тогда многие активы действительно не могли стоить, так сказать, много, потому что предприятия останавливались, зарплата не платилась, сбыта продукции не было и так далее. Насчет стоимости, объем финансовых ресурсов, которые мы получили тогда в бюджет, имел колоссальное значение для бюджета. Это были какие-то немыслимые деньги. В совокупности мы получили сумму, приближающуюся к миллиарду долларов. Ничего сопоставимого с этим российский бюджет не получал. И для бюджета это был единственный способ решить важнейшую задачу, поставленную президентом, которая называлась возврат долгов по зарплате. Долги были по денежному удовольствию военнослужащим, долги были госслужащим. Колоссальнейшая, тяжелейшая проблема. И ровно эти средства, которые реально были заплачены в бюджет, позволили эту задачу решить. В этом смысле я категорически не согласен с тем, что можно было дороже. Очень хочется сказать тем, кто говорит, можно было дороже. Попробуйте, ребят, без стрельбы. Попробуйте. В тех условиях это было нереально. Я редкий представитель тех, кто считает, что залоговые аукционы сыграли скорее положительную роль, обеспечив политическую стабилизацию в стране. То есть это было, в общем, скорее такое вот втягивание бизнеса в риск с покупкой его лояльности. И это была непростая история. С точки зрения решения политических задач она была успешной. С точки зрения экономических есть очень много упреков, а почему бизнес так дешево получил эту собственность. Но, с другой стороны, в оправдании можно сказать, что при тех политических рисках она больше не стоила.
никакой нормальный там, долгосрочный инвестор при этих политических рисках и не стал бы ее покупать. То есть это такой длинный спор о том, сколько стоит приватизируемое имущество. Оно стоит по-разному, в зависимости от того, в какой момент политического цикла вы это продаете. Если накануне смены режима с высокой степенью вероятности потери всего, стоимость одна. Нет абсолютной стоимости недвижимости, есть стоимость в моменте, сколько это стоит сейчас. Экономический смысл в залоговых аукционах был, потому что теперь вы отдавали крупные предприятия, но за настоящие деньги, а не за ваучеры. И эти настоящие деньги позволяли, так сказать, чтобы государство пополнило бюджет и могло финансировать какие-то предприятия, давать деньги людям, так что, в конце концов, снижалась инфляция. Бюджет государственный 1995 года был сведен почти без дефицита. В частности, это были залоговые аукционы. Залоговые аукционы – это 95-й год, а на самом деле реальные рыночные реформы произошли в 92-м году. И в жизни России много что изменилось, и прошли там десятки лет после 90-х, но рынок в России не удалось убить, рынок не удалось заглушить. Все равно рыночные реформы, которые были даны, старт был дан в 92 году, они спасали Россию на протяжении всех 30 лет после прихода Ельцина к власти. И вот если сейчас рассмотреть все отдельно по шагам, лично я, против каждого шага, который, так сказать, совершили наши приватизаторы во главе с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Но в целом, так сказать, вот если не рассматривать все эти шаги отдельно, а рассмотреть результат, то, что у нас появилась частная собственность, я считаю, что этот результат, он перевешивает все негативные события, которые произошли на этом пути. Что можно было сделать по-другому? Нужно ли было делать так, как мы делали? Слушайте, конечно, всегда, когда смотришь ретроспективно на свою деятельность, всегда есть желание что-то подправить. Но какой смысл сейчас это обсуждать? История не знает сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Ожидания какое-то время еще были позитивные, а потом стало ясно, что реальность совсем не такая, какая нарисовалась в воображении. Основная масса населения немедленно стала испытывать явное ухудшение уровня жизни, ухудшение качества жизни. Драма нашей сегодняшней жизни. Более 50% жителей России за чертой бедности. Обнищание приводит людей на площади. Реальный страх вызывает анархия рынка, коррупция новых и старых чиновников, грабеж мафии, стойкое заблуждение, ностальгия по прошлому мучает многих. И витают в воздухе извечные русские вопросы: кто виноват и что делать? 9 месяцев шоковой терапии Польше хватило для того, чтобы осуществить структурные преобразования таким образом, что уже рыночная экономика оказалась, как говорится, господствующим укладом, и мы думали, что год – это достаточный ресурс, ошибались. Я считаю, что мы все-таки не очень удачно, мягко говоря, провели экономические реформы, не понимая, что мы не Польша, не Венгрия, которые достаточно безболезненно с точки зрения России переходили к рынку. Да, мрачновато. Послушаем главного виновника торжества Егора Гайдара. Я хочу вас заверить, уважаемые народные депутаты, в правительстве собрались люди, которые болеют за Россию, болеют, наверное, вместе с вами. В правительстве собрались люди, для которых и рынок, и финансовая стабилизация – это необходимая предпосылка возрождения России. Это необходимая предпосылка того, чтобы Россия была открытой миру, процветающей, целостной. Потому что без здоровой экономики целостности России нам не спасти. Первая моя встреча с Гайдаром, когда он стал зам-премьера, произошла на Старой площади в кабинете Лигачева, бывшем. Я ему сказал: Егор Тимурович, первое, мы перестали строить детские сады.
Второе. Мы перестали строить школы. Третье. Мы перестали помогать пенсионерам. У нас уже зафиксировано только в одном Зеленограде 28 уходов из жизни из-за недоедания. То есть Москва голодала, реально. Он сказал, идут революционные преобразования, это нужно пережить. Люди не ожидали, что государство бросит систему образования, бросит систему здравоохранения, но в том виде, в котором они финансировались. Ведь зарплаты, скажем, в вузах, в школах, они упали практически в 10 раз по покупательной стоимости в течение 1991-1992 года. И совершенно очевидно, что система экономических реформ, она должна была дополнена быть системой реформ социальных, а этого Ельцин не сделал, и Гайдар не сделал. Этот революционер, в кавычках, который решил в кратчайшие сроки, полностью развалив экономику Советского Союза, на этих развалинах построить экономику капитализма, все это было абсолютно неправильно. Если наблюдать это все с позиции Господа Бога, то, наверное, можно найти огромное количество ошибок. Но если просто немножечко влезть в шкуру людей, которые это делали, то становится понятно, что эти ошибки были просто неизбежны, и кто бы ни взялся, все равно бы тот или иной набор или массу ошибок бы совершил. Потому что совершенно же ведь беспрецедентная ситуация. Не умея плавать, бросились плыть. Но не утонули, правда, да. Мы научились вместе, и я, как президент, хотя бы каким-то основам рыночной экономики. Что это такое? Главная ошибка заключалась в том, что народ в России демократами рассматривался как некий символ, который можно представлять с клеточки на клеточку. Типа поймет, стерпит, настроение требует свободы, значит, проглотит все. А народ не проглотил. Я с Борисом Николаевичем несколько раз говорил. Если мы не создадим механизм образования миллионов людей, когда мы будем объяснять, почему нужно так, а не так, а он говорит, Министерство пропаганды? Нет, пока я жив не будет. Это была его такая жесткая позиция. Не хватило в этой команде социологов, не хватило социальных психологов и профессиональных политологов, которые понимают, как более компромиссно в огромной стране с огромным консервативным и архаичным следом в истории более спокойно и аккуратно подготавливать людей к реформам, объяснять им их, вовлекать их, вести с ними не бесконечный диалог. А реформы как двигать будем дальше? Будем двигать. Ничего нас не остановит, даже последнее решение Верховного Совета по приватизации, то, что они приняли, не остановит. Роль пропаганды – очень интересная тема. Еще в начале 92-го ко мне на Старой площади подошли коллеги и сказали, ну почему вы не используете опыт советского агитпропа? Ведь вот смотрите, как успешно советский агитпроп объяснял и приводил в массы ценности свои. Вот почему не может так же рыночно? Я говорю, неужели вы всерьез не понимаете, что эффективность советского агитпропа основана на эффективности советского НКВД? Потому что для того, чтобы все поверили в ваши идеалы, надо, чтобы тех, кто не поверит, посадили в тюрьму. А и по возможности частично расстреляли. Поэтому говорить серьезно, что советский агитпроп мог хоть что-то без советского ВЧК УГПУ, то это уж совсем такая дикая наивность. Когда делались реформы,
эти реформаторы исходили из того, что человек по своей природе человек экономический. Если его поместить в нормальные экономические условия, он начнет вести себя в соответствии с логикой экономических отношений. А советский человек, когда закрывался завод, мужик, он начинал пить водку, разворовывать с завода латунные детали, относить их в вторсырье. Он вел себя не как человек экономический. То есть надо было учитывать фактор культуры, надо было вести огромную, мощнейшую пропаганду через телевидение, через массовые коммуникации. Надо было погружать этих советских людей, которые вышли из советского общества, в новую реальность. Деньги как посредник, как клей, который склеивает жизнь, а людей в советское время не имели такого значения. А как только деньги стали конституированы как главный элемент жизни, если они есть, имеешь огромные возможности. А ты маргинал, если их нет. Ты, значит, дебил, если ты не можешь их заработать, добыть. На самом деле слово «заработать», слово «добыть», слово «получить» все смешалось. Ты работай и зарабатывай, сколько ты можешь заработать. Нам не нужны единицы миллионеров. Нам нужны миллионы собственников. Людей приучили за 70 лет получать. Вот даже в бытовом разговоре было так. Там, Вася, Петя, ты где сейчас работаешь? Ну, вот там-то работаю. А сколько ты получаешь? Сколько тебе дают? Не было вопроса, сколько ты зарабатываешь. Люди не умели зарабатывать, они умели только получать. Я получил сегодня 25 тысяч. Ну и чего на них купишь? Обувь не купишь на эти деньги. Что получишь? Или обувь покупай, или ешь. У меня вот 2 буханки хлеба съедают в день. Стало все дорого. А потом с работы сократили. И взяли участок, стали сажать картошку, капусту. Так все необходимое-то. Вспомним, что для советского человека это слово «торгаш» и «торговля» означало ругательство. Спекулянт – это было тоже ругательство. Торговля, вообще говоря, виделась как профанный, недостойный человека род деятельности. Люди вообще не понимали, как устроена экономика. Проблема в том, что морально разложившееся общество, привыкшее жить в двоемыслии, привыкшее врать, привыкшие демонстрировать, что мы не хотим обогащения, и в то же время совершенно истекающее слюной по любой демонстрации вот такой вот западной блестящей жизни, когда появилась эта возможность. Конечно же, началась гонка за деньгами, конечно же, пошла коррупция, все что угодно. Было непонятно, что хорошо и что плохо. Какие способы добывания денег моральные, какие аморальные. Вся советская этика, она рассыпалась. Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот. Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет. Ну как можно сделать за какие-то там 2-3 месяца миллиардное состояние? Нормально, не нарушая законы, не воруя. Где-то к весне реформам образовалась довольно сильная оппозиция в лице вице-президента Рудского действующего и спикера, председателя Верховного Совета Хасбулатова, которые начали очень агрессивно критиковать гайдаровское правительство. Вместо того, чтобы активно идти на взаимодействие с Верховным Советом, со съездом народных депутатов, политическая кучка, которая прилипла к президенту, разворачивала Верховный Совет, съезд, и в том числе и правительство, и президента в противоположные стороны. Верховный Совет, он состоял из людей из прошлого. Там, я думаю, что на 90% это бывшие партийные деятели, номенклатура России. Понятно, что для них все новое это было таким шоком. И вот этот конфликт начался практически с первых шагов. Руслан Хасбулатов пытался узурпировать власть, пытался стать первым лицом в стране. И это, конечно же, не сблизило, а наоборот, воздвигло непреодолимую стену между Верховным Советом и президентом.
Верховному Совету навязывают, вы знаете, откровенно говоря, решение реформы ради реформ. Хотите или не хотите, вот мы хотим, так сказать, вот создать вам рынок. Хасбулатов себя считал большим экономистом. У него мгновенно возник конфликт с командой Гайдара. И Хасбулатов, как сильный политик, умный, на этом экономическом кризисе попробовал полностью развернуть весь Верховный Совет против Ельцина и его команды. К осени 1992 года стало понятно, что вот этот конфликт между президентом и его правительством реформ и съездом народных депутатов, он уже становится постоянным таким элементом политической жизни страны. И, условно говоря, ожидание очередного съезда – это ожидание очередного политического кризиса было. Ни на что не надеюсь и ничего совершенно не жду. Если только все будет хуже. Как обыватель, не интересует телевизор, не смотрю, ничему уже больше не верю. Абсолютно. Ни съездом, ничему. Так, будь что будет. Что там можно ожидать друг друга хорошего? грызутся и все. Уже вот перед этим только и видишь по телевидению одно грызня, больше ничего. Поставим мы других. А другие что, лучше? Если эти, как люди говорят, не я, а люди, плохо. А те что, сразу прям нам с неба посыпятся? Мы, да? Так тоже не посыпется. Откуда это взять? Раз всю страну растащили. А теперь нечего, надо терпеть. Ничего страшного нет. К декабрю многое изменилось в стране, в обществе, в умонастроениях депутатов. Жестче определились позиции парламентских групп и группировок, углубился раскол. Реформа – это что-то конкретное, сформированное, скомпонованное, обоснованное. Ведь этого нет. Один из коммунистов сказал мне так, что даже если Хасбулатов разденется и повернется к нам на трибуне задом, то мы все равно будем голосовать за него. Я в этой ситуации рассчитываю на сильную, последовательную линию президента. Раскачивание дальше страны по этому пути приведет к расколу и новым массовым беспорядкам. Каких вы ждете перемен от съезда? Никаких. Я жду, что съезд сумеет удержать в разумных рамках свои представления о действительности и свои рекомендации ее совершенству. Это означает, что результатом съезда будет какие-то тактические улучшения курса, которые никак не затронут его сути и главных принципов, которые мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать дальше. Знаете, парламент ведь он, с одной стороны, был очень рациональным, а с другой стороны, очень коварным. Мало кто знает, что в течение примерно половины 1992 года Верховный Совет и сам товарищ Хасбулатов активно критиковали правительство, например, за медленную приватизацию. Замедленную приватизацию. Декабрьский съезд 1992 года народных депутатов был таким ключевым для продолжения политики реформ, для сохранения правительства реформ и так далее. Верховный Совет сначала не трогал Ельцина. Там все давление было на новое правительство, что правительство непрофессионально, правительство не знает, что делать, правительство мальчики в розовых штанишках и так далее, и так далее. Я как председатель парламента считал, что нам надо каким-то образом 4 года, а тогда президент избирался на 4 года, что надо нам впервые показать, что здесь без интриг, без склок каким-то образом довести этот президентский срок до конца. Здесь нет противников реформ, но реформы должны иметь внутреннюю логику, свои этапы. Они должны быть легитимны, с точно обозначенными целями на каждом этапе. И на каждом этапе должен быть хоть небольшой, но успех. Ельцина боялись трогать, потому что, конечно, у него популярность была сумасшедшая. Если съезд наезжает на Ельцина, то это сильно подтачивает их возможности и их политический ресурс. Дом только строится. Он есть еще весь в лесах. Вокруг горы мусора. К отделочным работам практически не приступали. И было бы большой ошибкой принимать текущие результаты за окончательные и на этой основе делать далеко идущие выводы. А Ельцин в тот момент, конечно же, свой ресурс тратит, потому что ему нужно было поддерживать эти непопулярные меры. Как президент со всей ответственностью заявляю, что в этот крайне сложный момент в жизни России вижу на посту председателя правительства России
Егора Тимуровича Гайдара. В этом зале неоднократно звучали ссылки на Петра Андреевича Столыпина. Я позволю себе напомнить, что Петр Андреевич в свое время просил 10 лет спокойствия для построения великой России. Разумеется, сейчас, после 75 лет обещаний, было бы наивно просить хоть сколько-нибудь лет спокойствия. И я, естественно, не решаюсь просить этого ни у общества, ни у народных депутатов. Единственное, что я прошу, это понимание сложности и критичности нынешней ситуации в России, самоубийственности конфронтационной политики, необходимости сохранения политической стабильности. На самом деле были развилки, и мы за пару месяцев до съезда их обсуждали в правительстве. Первый вариант – сохранить Егора Гайдара в качестве премьера, утвердив его на съезде, но сдать всех, кого съезд попросит в обмен. Я отдаю должное научной эрудиции Егора Тимуровича и его способности нести удар, как говорят, его личному мужеству под волной нашей критики. Но ту экономическую программу, которую правительство осуществляет, поддерживать нельзя. Кандидатура Гайдара Егора Тимуровича не набрала требуемых для утверждения числа голосов. Ельцина с Гайдаром отношения были, нельзя сказать, что как отец с сыном, нельзя сказать, что два друга, нельзя сказать, что два товарища, но Ельцин его опекал. Не утвердили вчера председателем правительства Гайдара. Впервые, может быть, такой у нас умный председатель нашелся за все годы вообще, за все десятилетия. Впервые. Я никому другому не могу доверить правительство, кроме как Гайдару. Нет, отвергли специально для того, чтобы дестабилизировать обстановку, для того, чтобы не дать правительству нормальной работы. Может быть, и преимущество Гайдара, что он молодой. Преимущество, что он не зациклен на старых, понимаешь, коммунистических идеях. В этом его преимущество. У Ельцина с Гайдаром состоялся разговор, и Гайдар сказал, что, Борис Николаевич, не надо настаивать на моей кандидатуре. Я не хочу быть причиной раздрая в обществе и угрозой гражданской войны. По условиям ситуации на съезде народных депутатов в декабре 1992 года, там же было то, что президент назначит любого из первых трех в мягком рейтинговом голосовании. Гайдар был на третьем месте в мягком рейтинговом голосовании. Формально, по соглашению с депутатами, он мог назначить Гайдара, но счел нужным пойти по-другому. Конечно, я остаюсь приверженцем, я не могу этого перед вами скрыть. Егора Тимуровича Гайдара, именно его бы кандидатура в этот период могла бы быть самой удачной, для преемственности лучшим вариантом. После разговора с ним он напрямую не снял кандидатуру, но с его согласия он предложил другую кандидатуру. Поэтому мое предложение на пост председателя как кандидатуру выставляю Черномырдина Виктора Степановича. Я должен сказать, что я за реформу и за углубление реформы, но без глубокого обнищания нашего народа. Я за то правительство, которое сумеет это сделать вместе с нашим народом, вместе с президентом, съездом. Верховным Советом тоже, надеюсь? Я вам обещаю, вам и всему нашему народу, я все сделаю для того, чтобы оправдать ваше высокое доверие. Спасибо вам. Виктор Степанович, он был, безусловно, представителем старой школы советской, из советских директоров, советских министров, все это про него. Но вместе с тем, как-то он понимал, что страна не может жить на этом багаже, и что нужно все-таки реформировать страну, реформировать экономику.
И в этом смысле, казалось бы, первоначально совершенно неорганичное сочетание Чубайса, Черномырдина, Немцова, Черномырдина, не говоря уже о Кохе Черномырдине, да, этот альянс состоялся. Он соединял несоединяемое в одном правительстве, он умел договариваться с Думой, он умел удержать ситуацию от срыва, от каких-то прямых очевидных конфликтов, всегда находил компромисс. И тем не менее реформы продолжались. Он не отказался ни от одного из базовых принципов тех реформ, которые были провозглашены, когда он еще был просто членом правительства, министром топлива и энергетики. Пришел настоящий советский хозяйственник. У него не было четкого представления, что надо делать. Но он учился. В 1992 году было сделано вот главная, так сказать, большая часть, значительная часть, безвозвратная часть реформ, которые привели нас вот сейчас к нынешней, ну пусть, может быть, не самой совершенной, но все-таки там рыночной экономике. Это вот эти реформы 1992 года. Такого масштаба преобразования не могут быть безболезненными. Чем дальше ты их делаешь, тем более болезненными они становятся. А кто он такой Ельцин? Элементарные школьные предметы не знает. Но страна не может Раздуй глаза, депутат! Пройди по морякам! Тысячи нищих уже бродят по России! Депутат, защити! Депутат, защити! Депутат, защити! Дальше, собственно говоря, ты либо отвечаешь за свои слова, ты поддерживал это, отвечай. Правительство вскрыло нарыв, который давно созрел. Многие проблемы вышли наружу, и российская экономика предстала перед нами такой, какой она есть. Картина казалась неприглядной и многих просто испугала. Либо ты занимаешь гораздо более удобную позицию. Вот посмотрите на них, посмотрите, что они творят. В то время как народ страдает, они повышают цены. Сегодня большинство семей не могут позволить себе не только покупку ставших давно привычными товаров, холодильников, телевизоров и так прочее, но и просто качественно питаться. Обстановка складывается так, что абсолютное большинство населения не выдерживает такого катастрофического снижения уровня жизни, а многие люди живут в невыносимых условиях. Мы не можем дальше испытывать их терпение. И эта позиция очень простая, очень доходчивая и понятная, политически, с одной стороны, абсолютно безответственная, а с другой стороны, предельно электорально эффективная. Ну, сами посудите, легкий ли мой хлеб? Мы работаем, вкалываем так, а, извините, члены президентской команды красуются по телефону, по этим самым микрофонам так и обвиняют вот это, вот это, вот это. Когда это прекратится? Я спрашиваю, уважаемый Борис Николаевич. И потом, вы не искренне, Виктор Степанович. Вы почему-то не сказали съезду, что не только вы премьер-министр, у вас еще два премьер-министра. И Шумейко, и Чубайс. Еще неизвестно съезду, кто из вас главнее. Поэтому я предлагаю съезду снять сегодня с работы Чубайса. Решением съезда. И дальше они поняли, что с этой позиции можно атаковать не только правительство, а можно атаковать Ельцина и попытаться въехать в Кремль. Ровно это стало их целью практически уже к началу 93-го года. На съезде развернуто мощное наступление на курс, проводимый президентом правительством. То, что не удалось сделать в августе 1991 года, решили повторить сейчас. Я прошу осуществить ползучий переворот. прошу внимательно выслушать президента. Это даже не путь назад, это путь в никуда. Обидно, что проводником этого стал председатель Верховного Совета России Хасбулатов. Заявления президента считаю оскорбительными как в отношении съезда, так и в отношении председателя Верховного Совета. Нас подводят к опасной черте, за которой дестабилизация, экономический хаос толкают к гражданской войне. Мне нанесено оскорбление высшим должностным лицом государства. Я прошу принять мою отставку. Таким съездом работать дальше стало невозможно. Объявляется перерыв.